И снова здравствуйте. Продолжая тему качелей, других драпировок, о чем в первую очередь стоит подумать для того, чтобы задуматься об этой выкройке. Первое, что нужно представить, откуда на плечах будет производиться драпировка. Возможно, это ворот-стойка, это одна ситуация от базовой выкройки, а возможно, это бретели. Тогда надо понимать, на каком расстоянии от конца плеча и от точки основания шеи они находятся. Возможно, это просто немного раскрытые плечи от точки основания шеи. Это самое первое, о чем стоит подумать. Дальше надо представить себе, какой будет горловина по глубине, где будет проходить верхняя граница. Все остальное создается выкройкой, а вот первое это планируется вами изначально. Можно просто приколоть ткань, потому что разная ткань при разных способах ее закладывания на фигуре, на манекене, она будет по-разному себя вести. Под 45 градусов это будет совершенно другое положение. Поэтому для того, чтобы разобраться, лучше всего не просто сантиметр, как обычно это рекомендуется прикладывать, а ткань, если есть такая возможность в данный момент, если ткань есть под рукой. Определиться нужно с тем, насколько отступаем от плеча, например. В данном случае у меня приложена ткань. По сути, это уже готовая выкройка, ну такой черновичок. Можно просто ткань приложить. Я приложила по плечевым швам и вот сделала какой-то вот подобный вариант. На руке это просто стандартный строительный браслет для булавок. Я пользуюсь именно строительными, как самыми надежными. Далее надо от точки, которую вы выбрали. Если это симметрично, то такая же на другом плече. Если не симметрично, то, соответственно, там, где она находится. И либо уже край ткани замерить, либо, если у вас нет этой ткани, то от точки до точки посмотреть. Причем, прикладывая, надо понимать, что она будет не остреньким уголком вниз падать, а расширенно, в зависимости от ткани. Вот эта вискоза, мягкая, тонкая, она более остро падает. Какой-нибудь более плотный, толстый материал, ворсистый, он будет создавать более округлую линию за счет того, даже в качелях, что за счет того, что вся ткань, которая ниже спускается, она будет оттягивать по всему контуру, по всему периметру, не только в центре. У вискозы здесь слишком легкий вес, поэтому она более треугольно спадает. Таким образом, сантиметром можно промерить, сколько нужно длины для горловины. И, взяв ровно половину, уже приложить во время выкройки к той точке, откуда будет горловина, по перпендикуляру до центра. Все как обычно. В данном случае вы можете увидеть вискозу тонкую, легко мнущуюся. Попробовав несколько раз горловину качели, для платьев, для себя я ее не очень предполагаю в таком вот закрытом от шеи варианте. Мне кажется, слишком неинтересный, скучный вариант. Драпировка между двумя точками. Сборка ткани в виде полуокружности. Объемность. Бывают не две одиночные точки, а ряд симметричных точек опоры в два ряда. Драпировка как отделка горловины и часть изделия спереди, на спинке, на рукаве, к талии. А что называют каскадом, волной, качелями? Точно ли все мы понимаем одно под этими названиями? Предлагаю научиться понимать принцип построения по изображениям, а не искать готовые выкройки. Также некоторые технические особенности данной отделки. Если материала по высоте только на высоту изделия хватит,
то стоит задуматься о чем-то другом, о каких-то других вариантах построения. Потому что нужна цельнокроенная обтачка без шва. Соответственно, в высоту, не только в ширину, материала необходимо больше. Итак, для начала простой пример. Два дерева. Между ними туго натянута веревка. Например, неплохо сушить белье. Расстояние между деревьями равно длине веревки. Если ее ослабить, удлинив, она провиснет. Если сильно ослабить, положить дощечку, будут качели. Простая линия без дополнительного рельефа. Качели – частный вид драпировки. Внешний край ткани длиннее расстояния между точками опоры. Одной из особенностей драпировок становится вопрос о симметричности детали от центра. Драпировки могут быть и симметричными, и несимметричными. Как расположить изменяемую деталь, базовую выкройку, чтобы иметь возможность одинаково построить обе части? Есть один вид перемещения выточки, который предполагает вертикальное удлинение детали по центру без расширения. Там по центру расположен шов. Это тоже драпировка, но эффект другой. А в данном случае, обсуждаемого в этой теме, центр – это новая линия, а прошлое под углом находится. Соответственно, смещается направление основной детали. Это надо понимать, если есть геометрический рисунок материала. Часто используемый вариант перемещения выточки под прямым углом к центру изделия. Центральная часть вверху откидывается от центра, образуя расширение горловины. Сам раствор выточки, направленный к центру изделия, меняет баланс в центре. Расширение в данном месте фактически отсутствует. Чем меньше выточка, тем меньше расширение горловины, а вот изменение баланса все же заметно. Получается, что ширины нет, а высота изменилась. Не только вес ткани, но еще и обтачки тянут эту часть вниз, образуя характерные складочки, провисания на линии груди. Для выточки шириной около 4 см качели почти незаметны. Я говорю о разнице между полуобхватом груди вторым и первым на линии полуобхвата груди первого. На линии плеча, если выточка строится в плечо, это будет около 8 см. Качели в таком изначальном виде практически незаметны. Обращаю внимание, изначальная линия горловины не играет роли ни в одной из рассматриваемых драпировок. Линия горловины игнорируется. Вместо нее от точки опоры ворота, горловины к центру изделия проводится прямая линия под углом 90 градусов. Опять-таки для возможности симметричного раскрытия левой и правой половин в одну линию. Линии обтачки повторяют зеркальный рельеф изделия. Нежелательно на линии перегиба строить шов. Никто не запрещает, каждый делает как хочет, но с одной стороны шов это не так эстетично выглядит, с другой любой шов это ребро жесткости. Линия будет ломаной, неплавной в движении. Обтачка либо повторяет несколько сантиметров по высоте, либо доходит до части проймы. Если без рукавов изделия, можно и полностью с контуром проймы строить обтачку. Просто часть горловины центральную расширенную повторять без захвата в плечи не очень функционально. Все время будет выворачиваться. При надевании надо контролировать, при каких-то наклонах будет выскакивать. Конечно, некоторые пытаются добавлять грузики к центру обтачки, чтобы она вниз провисала. Хотя также это делается и для большего провисания именно по рельефу к центру. Кто-то крепит к центру белья резинками, булавками. Для того, чтобы еще избавиться от талиевых выточек, если это топ, можно талиевую выточку, совместив с нагрудной, перевести к центру. Линия талии для симметричности, как и раньше, должна проходить под прямым углом к линии центра. Для этого ее также корректируют в длине, плавности, что также может давать пузырь на талии. Порой, когда хочется просто дополнительно удлинить качели, все изделие до талии или где-то в этой области откидывают от центра без дополнительных выточек. Просто само по себе расширение. Тогда приходится корректировать и линию талии, подходящую к этому центру. Опять-таки для симметричности. Аккуратным, правильным считается перевод линии выточки к линии центра под прямым углом. Сами по себе такие драпировки не особо выигрышны, как единственная акцентная деталь – качели с небольшой выточкой. Качели интересно использовать для воротостойки.
Причем как для глухой закрытой одежды, так и для несимметричной, широкой, отстающей горловины спортивной одежды с цельнокроенной стойкой. На данном фото сейчас представлено несколько вариантов драпировок. Горловина, плюс от проймы, плюс от подреза, которые рассмотрю в том числе обычные качели. А также то, как можно перевести талиевую выточку в нагрудную частично, полностью. Обратите внимание, где находится точка основания шеи, какая ширина. Какая ширина получается. Если нагрудной выточки много, можно не всю ее переводить к центру, а только часть. Другая часть остается в прежнем месте. Все расширение по центру треугольником. Базовая основная часть, перемещаемая, остается полностью своей формой, периметром неизменяемая. Расширение горловины отмечено красной точкой. При полном закрытии выточки, естественно, горловина становится еще шире. К центру дисбаланс, треугольник, вертикальная его сторона, особенно важная, становится еще больше. Горловина стала шире, и ее расстояние от точки основания шеи до линии груди стало ниже. Если одну талиевую выточку закрыть, раскрывая ее в боковой шов в нагрудную, например, выточку, это очевидно можно спокойно увидеть. Соответственно, этот раствор можно перевести к центру изделия, туда, где нужно драпировку оформить. Очевидно, раскрытие драпировки стало еще больше, и плечевая точка верхняя, от которой начинается драпировка, смещается еще ниже. Можно проследить все изменения расширения и понижения. Таким образом, если не важно, где, как расположены выточки, как их можно между собой совмещать, а ткани высоту в избытке, можно немного уменьшить расход, отправляя его оставшуюся высоту фрагмент, например, на обтачку. Если все равно надо куда-то девать талиевые выточки, то почему бы не воспользоваться этим приемом. Свой экран я разделила на две части. Двух цветов, лево и право. Симметрично относительно центра, то есть разделяющая линия. Экран на два цвета – это линия центра изделия. Теперь надо, определившись с внешними контурами, провести линию перегиба ткани по горловине. Для этого надо от точки основания шеи, либо на изделии отмечена точка на плече, можно, например, от точки основания шеи расширить, снять немножко, либо также, конечно, можно и с конца плеча снять, по желанию вплоть до ширины лямок. От выбранной точки на плече к центру изделия под прямым углом проводится линия. Это линия перегиба, от нее вверх строится обтачка. Определены линия центра, линия бока, линия талии под прямым углом для симметричности к линии центра. Если раскрыть талиевую выточку в нагрудную, совмещая, то изменяется линия талии. Для наглядности наклеиваю белую полосу. Линия талии проходит чуть ниже в боковой плоскости. Надо угловые все моменты на линии талии сгладить чуть спрямленными линиями. Сравните получившуюся ширину драпировки. Также эту подготовительную работу можно использовать не только для качелей в стандартной горловине, но и сейчас отражаю, как чертить ворот-стойку с такой же горловиной разной ширины по выбору. Надо немного отступить от плеча, чтобы расширить и по спинке, и по переду одинаково. И дальше уже отстраивается плавной линией вверх воротник. Напоминаю, что подробное построение обычного воротника стойки есть в роликах ранее. В данном воротнике с расширенной горловиной также перпендикуляром к центру прямой линией соединяется точка возвышения от начала плеча. После этого по выбранному варианту достраивается обтачка. Перевод выточки в горловину. Когда неинтересны обычные качели, хочется более фактурного рельефа горловины, но не совсем волны, можно перевести выточку от центра груди несколькими разрезами к линии горловины. Можно также увидеть сохранение формы всей оставшейся части лифа, но и провисание без опоры всей середины есть.
В еще не выпущенном ролике с теоретическими рассуждениями обо всем, что касается всех остальных аспектов лифов с драпировками, будет рассмотрены моменты формирования силуэтности лифа. Здесь можно увидеть, линия лифа более мягкая от края вниз. На фото, подписанном «Водопад», линия талии булавками на манекене не закреплена по сравнению с другой соседней фотографией, и можно увидеть, как она смещается вниз. Попробуйте увидеть. Линия горла чертится изначально горизонтально, но не имея поддержки, она смещается вниз по диагонали, в то время как диагональ на лифе в данном моменте длиннее. Поэтому получается небольшая натяжка. Верхняя линия, смещаясь вниз, имеет более короткую длину, а расположенные по диагонали линии драпировок имеют большую длину и спокойнее спадают вниз большими волнами. В то время как линия талии изначально имеет свою длину по горизонтали. Не имея поддержки, она также спускается вниз, но от точки бока у нее своя длина, и она может сместиться лишь на эту длину. А средняя часть с драпировками по диагонали, она имеет большую длину, смещаясь вниз. Она не может всю линию талии сместить за собой вниз, поэтому она как бы зависает, образуя мешок, напуск. Получается, если у вас есть топ, платье, надо понимать, как будет это смещаться. Надо ли вам фиксировать линию талии? Может быть, все-таки пояс, отрезная линия талии. Возможно, это все-таки оставшиеся выточки должны быть закрыты. Иначе весь образ будет достаточно мягким и спускающимся вниз. Водопад красивый, который нравится многим. Выглядит более фактурно, линии более оформленные, большее количество самих волн, также и более равномерное и большее количество мягких переходов между волнами. Конечно, нужно ли использовать талию выточки для расширения, решать вам. От какой точки плеча производить водопад тоже, как хотите сами. Также надо разделить от одной точки или от нескольких на плече линии к центру. Линии идут округлыми, желательно равными участками с равными промежутками между линиями. Также линия груди используется для перевода нагрудной выточки к центру. Центр перпендикулярный обозначен, линия нагрудной выточки переведена. Насколько высоко разводить и насколько много секторов решаете вы, но надо помнить, что линия верхняя, она идет от верхней точки плеча, поэтому нет смысла центральный верхний край возводить выше линии плеча, потому что именно от нее идет линия к центру. Подкладываю белую часть, чтобы было более заметно. От линии плеча, от точки основания шеи, либо сокращенной линии плеча, проводим линию к центру. В зависимости от того, где заканчиваются линии, на которые вы разделили сектора центра, можно избежать явного одним местом провисания по центру на линии груди, ну или оно остается, но в водопаде оно уже не так заметно. Среди общих складок, сразу проводя линию верха, очертить линию обтачки. Те фрагменты, что попадают кусочки края за линию центра, лево-право, они уже являются лишними, их можно отсечь. Угловые линии плеча, талии также надо корректировать более плавными линиями. Кроме того, что это потом все распадется вне четких обозначенных линий, само по себе водопад уже попадает за линию центра груди, особенно если это не от края плеча идет, а чуть дальше, то он имеет более обширную структуру. Он занимает большую часть лифа в ширину за линию центра груди в сторону проймы своими волнами по ширине. То есть надо понимать, что это достаточно мягкий, свободный силуэт. Либо нужно более скромными изначально его линиями рисовать, а недостаток ширины брать, например, если это лиф,
отведением всего лифа от центра по диагонали. Обычно каждый вариант рельефа рассматривается в базовом исполнении, но важно помнить о других приемах, которые можно комбинировать для достижения наилучшего для вашей ситуации результата. Для платья отклонение полностью от линии талии верхней части не так подходящим может быть, потому что изменение идет по всей длине платья. Для лифа можно проще комбинировать разные приемы. Существует очень много разных взаимосвязанных между собой приемов, дающих разные результаты. Все вместе ни один вариант литературы или ролика вам не расскажет. Поэтому нужно брать базовые приемы и при необходимости, зная остальные, пытаться их совмещать. Самая яркая драпировка, самая объемная, это драпировка по всей поверхности. Оформление изделия драпировкой поверхности вне позиции выточки. Выточка становится небольшим элементом формирования драпировки. Если можно убрать один из швов, почему бы и нет? Поэтому выточка – это всего лишь фрагмент. Если драпировка, как на видео, по всей поверхности, включая проймы, то волны или складки, если разрезать и параллельно раздвинуть выкройку, рельеф будет по всей поверхности. Очень мягкий, объемный лиф. Очень легко отследить по направлению волн, куда и сколько создано раздвижки рельефа на выкройке. Несложно посмотреть, откуда идет волна, с центра или с какого-то края детали, где самое объемное место, где самая объемная волна, складки, и куда она приходит в ноль по рисунку. Можно отследить, есть ли на плече в одной точке или в нескольких точках на плече. Возможно, это идет ниже, под плечо, в пройму. Для того, чтобы повторить выкройку увиденного изделия на каком-то изображении, на самом деле нужно просто посмотреть на характер волны или складки и нарисовать тот же рельеф. В одну точку на плече, в нескольких точках на плече, параллельный, асимметричный, либо по всей поверхности. Когда поверхность объемная, но волна туда не идет, это заметно просто мешковатостью. Когда волна уходит в свой исток, в точку, от которой она начинает раздвигаться, это заметно четким рельефом. Как увидеть просто качели, это уже было ранее обозначено. Это всего лишь треугольник, а характерный рельеф волн полуокружности, поэтому драпировка и называется радиальная, это тоже четко видно. Центральная часть расширяется за счет отклонения детали от центра. Срез будет той же длины. Край деталей не меняется. Характер волн может быть любой, по желанию. Линия горловины также от внутренней точки плеча под прямым углом к центру, плюс, конечно же, обтачка. Сравните этот рельеф с тем, что даны на фото, когда один край изделия сохраняется, а расширение другого края не происходит. Есть только удлинение. Ширина самого изделия осталась той же, какой и была, по идее, по ширине тела. Водопад осуществляется именно за счет большей ширины изделия по сравнению с шириной участков тела. Потому без опоры у водопада есть провисание. На данных фото есть складки, волны, провисания нет. Если же складки, волны идут, например, параллельно, либо по диагонали от края к краю, одинаковые там и там, то это параллельная драпировка. Одной из самых красивых драпировок для оформления горловины считаю складки. Для того, чтобы оформить складками горловину, нужно взять базовую выкройку лифа, временно отвести нагрудную выточку туда, где она не будет пересекаться с рельефом складок, например, к талии. Далее надо линию плеча от шеи укоротить примерно наполовину длины, для того,
чтобы рельеф был заметный. От половины длины будет большая линия длины горловины. Далее нужно на оставшейся части плеча отметить желаемую ширину плеча под складки. Возможно, это будет не все плечо. Этот участок нужно разделить на равные части. От точек разделения к центру изделия, к вертикали произвольно провести округлые линии. До конца на фрагменты не разделять, оставить неразрезанным миллиметр на плече, чтобы можно было удобно двигать фрагменты. Далее нужно вернуть выточку к центру на линии груди. Эти фрагменты, будущие складки, верхние слои складок, нужно поднять, образуя между ними фрагменты свободы. Верхний самый фрагмент должен быть горизонтальным, перпендикулярным к линии центра. Теперь уже можно разделить на плече до конца. Эти фрагменты нужно поднять вверх, просто вертикально, не сдвигая влево или вправо. Сдвинуть вверх надо на ширину, которая будет двойной шириной складки. Сдвигаемый фрагмент — это одна ширина складки заметная. Дальше будет еще два слоя, и вот на их ширину надо сдвинуть вверх. От плеча вверх фрагмента к центру провести прямую линию. От нее вверх дочертить обтачку. Части фрагментов, которые после поворота попали за линию центра вертикаль, они излишние, их нужно отсечь. На фото моего изделия маркером отражены границы линий складок. Они соответствуют линиям складок на изделии. Получается, что линии складок, дочерченные между фрагментами, выглядят гармошкой. То, как будет отражено зеркально, сложено в одну складку. Далее надо, выкроив, не забывая обтачку, не забывая припуски на швы, то, как будет обработана обтачка, плечи, сложить по линиям складок и отстрочить, как обычную линию плеча. Не забудьте о толщине ткани для расчета ширины, чтобы, огибая тканью складки, не уменьшить ширину. В зависимости от толщины ткани может быть нужен миллиметр или несколько. Также складки не должны находить друг на друга, чтобы не было очень толстых моментов. Дальше отдельным роликом предлагаю мои размышления об остальных аспектах формы и немного о технологии изделий с драпировками. Спасибо за просмотр.